Привет, друзья! Я рада, что вы заглянули ко мне в гости. И в этом видео мы с вами приготовим вкуснейшую итальянскую лазанью с тыквой. Вариант необычной лазаньи с кремом из тыквы и разными сырами. Обилие сыров повышает аппетитность блюда и образует румяную корочку на поверхности. И получается супер аппетитное блюдо. Так что пойдемте готовить вместе. Я уже приготовила 2 луковицы, крупную морковь и несколько стеблей сельдерея. И нарезаю все средними кусочками. Слишком мелко нарезать не нужно, все равно в конце мы все перебьем погружным блендером. И пока отправляю в салатник. И также средними кусочками нарезаю сельдерей и морковь. Нарезали, а теперь в кастрюлю добавляю немного растительного масла и слегка поджариваю. Следующий ингредиент – это тыква. Беру вот такую тыкву, очищаю и нарезаю средними кусочками. Нарезали вот такими кусочками. А теперь, когда наша зажарка немного подрумянилась, добавляю томатную пасту. Затем отправляю тыкву. Перемешиваю и затем заливаю водой. Вода должна слегка покрывать овощи. Затем добавляю соли. Вот такой микс разных перцев. Две чайные ложечки овощной приправы. И для легкой пикантности мне нравится еще добавлять красного молотого перца, но вы добавляйте на ваш вкус. По желанию можете добавить лавровый лист или розмарин. Накрываю крышкой и пусть варится 20-30 минут до мягкости тыквы. И время от времени перемешиваем. Пока наши овощи варятся, мы натрем кусочек сыра пармезан. Вместо сыра пармезан можете использовать грана падано. И натираю его на самой мелкой терке. Дальше нам понадобится моцарелла. Моцареллу я натираю на крупной терке. И еще я добавлю вот такой смешанный сыр маскарпоне с горгонзолой. Кто не знает, горгонзола – это сыр с плесенью, но его не нужно слишком много, поэтому я решила взять вот такой смешанный сыр. И нарезала его на кусочки. И следующий ингредиент – это жареные орехи. Их я тоже раздробила на средние кусочки. И еще нам понадобятся листы для лазаньи. У меня вот такие тоненькие, которые варить не нужно. Ну а теперь вернемся к овощам. Овощи уже хорошенько проварились, выключаем и перебьем погружным блендером. Вот такой консистенции получился наш тыквенный соус. Даю ему немного остыть и приступаю к приготовлению лазаньи. Беру форму для выпекания и дно смазываю тыквенным соусом.
Затем выкладываю сверху листы для лазаньи. Смазываю их тыквенным соусом. Затем обильно посыпаем сыром пармезан. Затем моцареллой. Сверху добавляем немного жареных орехов. И кое-где добавляем смешанный сыр с плесенью. Его не добавляйте слишком много, чтобы в конце не чувствовался только этот вкус. Снова добавляем листы для лазаньи. Тыквенный соус. Пармезан. Моцареллу. Немного орехов. И немного смешанного сыра с горгонзолой. И так выкладываем все слоями до завершения ингредиентов. Сверху поливаем немного оливковым маслом и можно отправлять в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 220 градусов и запекаю до румяной корочки. Посмотрите, как она запекается. Будет очень вкусно. И вот такая обалденная лазанья у нас получилась. Дайте ей немного остыть перед тем, как подавать, так ее будет легче нарезать на ровные порционные кусочки. Посмотрите, какая она аппетитная, сочная, сытная и очень вкусная. Кто не любит сыр с плесенью, можете не добавлять, подстраивайте рецепт под себя. Давайте покажу вам и в разрезе. Смотрите, как это вкусно выглядит. Между слоями тонкого теста сочный тыквенный соус, орехи и разные виды сыра. И все это под золотистой румяной корочкой. Это действительно отличный вариант лазаньи. Рада была поделиться этим рецептом. Ну а вы ставьте лайки и подписывайтесь, и мы обязательно встретимся с вами в следующем видео. До скорой встречи!